Здравствуйте, друзья! С вами Геоэнергетика Инфо, Максим Радайкин. И Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Борис, по всем практически федеральным центральным СМИ прошла новость. Давайте ее зачитаю. Президент Владимир Путин отдал предпочтение предложению Росатома по энергоснабжению Баимского золотомедного месторождения на Чукотке, принадлежащего казахстанской Казминералс, с использованием плавучих энергоблоков. Стоимость проекта Росатома 169 миллиардов рублей. Из этого сразу вытекает несколько вопросов. Что это за золотомедное месторождение такое интересное, которое готово вкладываться в его инфраструктуру из бюджетных денег, аж 169 миллиардов. И что там вообще забыла Казминералс? Да, действительно, сообщение интересное, суммы названы, название месторождения тоже названо. Что к чему? Росатом, Чукотка, Баимская. Можно, конечно, ответить коротенько в соответствии с этим предложением, которое Росатом подавал еще в 2019 году. Там на бережку Чукотки будут расположены 4 плавучих атомных теплоэлектростанции, но в отличие от Певека они будут работать не с реактором КЛ-40С, а на новом ритм-200. То есть 4 энергоблока будут обеспечивать 200 мегаватт на первом этапе развития, во время развития первой очереди Баимского блока. И вторая очередь потребует еще 2 пары. То есть общая мощность атомной генерации для этого ГУКа составит 400 мегаватт. То есть это 4 плавучих атомных электростанции. И 5-я для того, чтобы у этих 4 была возможность менять топливо тогда, когда это потребуется. То есть по кругу будут подменять друг друга. На этом мы закончим. Кто что из этого поймет, где это, как это. У тебя слово «Чукотка» с чем ассоциируется? Золото, прииски, рыба, холод. Приблизительно правильно, потому что Чукотка, те, кто постарше помнят фильм «Начальник Чукотки», там помимо золота есть сурьма, есть ртуть, и, в принципе, там более чем достаточно. В советские времена именно поэтому развивался Певек, и, соответственно, Билибино стало развиваться чуть позже, чем был снят этот фильм. Певек – это порт. Именно там с лета прошлого года на полную мощность выведена первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», которая обеспечивает Певек не только электроэнергией, но и тепловой энергией. На карте энергетиков это Челн-Билибинский изолированный энергетический узел, потому что, соответственно, все эти поселки, золотоискатели, старатели и прочих, они с единой энергетической системой России не соединены по понятным причинам. И в таком виде они существовали с 30-х годов, когда началось освоение всевозможных месторождений ближе к Певеку. Появление Ломоносова дало возможность выключить Чаунскую электростанцию, теплоэлектростанцию, которая работала на оборудовании, добытом в результате победы в Великой Отечественной войне. Возраст приблизительно представляешь. Она немножко дымила, коптила. Как работала, неизвестно. То есть, если оттуда уволить тех, кто проработал там лет по 40-50, она мгновенно выключается и взрывается, наверное. Но не просто так это называется Челн-Билибинский, потому что самая северная в мире атомная электростанция – это Билибинская атомная электростанция. Она стоит на вечной мерзлоте. Обеспечивала она поселок Билибино. В 2003 году он был назван городом. В середине 80-х, так сказать, в пору расцвета там жило 15 тысяч человек, сейчас около 5 осталось. В 1952 году группа геологов под руководством Юрия Билибина, в честь него было получено название, открыла крупное месторождение золота, рассыпного. Я буду подглядывать, потому что, извините, чукотские названия, не дай бог ошибиться. Месторождение это у нас было Каральваам. Извините, так оно называлось.
Это атомная электростанция была первой попыткой построить атомную электростанцию малой мощности. Уран-графитовые реакторы ЭГП-6. 4 реактора мощностью по 6 мегаватт, то есть все вместе давало 24 мегаватта. Это была всесоюзная ударная комсомольская стройка. В строй ее ввели в 1974 году первые 2 реактора, в 1975-1976 третий и четвертый. И всего этого было более-менее достаточно. Она обеспечивала Билибинский ГОК. Золотую руду надо перерабатывать, соответственно, нужна электроэнергия. В результате крайне удачной приватизации компания обанкротилась. Соответственно, в 2 раза упало потребление электроэнергии, начался отток населения и так далее, и так далее. Теперь, что касается названия Баемское месторождение, это, конечно, чушь собачья. Ошибочное название. Это Баемская медно-порфириевая площадь. Месторождений там 13 штук, чтобы мало никому не казалось. И эта группа месторождений, в простонародье Баемка, остается крупнейшим в мире неразрабатываемым месторождением медной руды. Медь сейчас крайне востребована в связи со всей этой декарбонизацией, электрификацией транспорта и так далее, и так далее. То есть все, что требует каких-то аккумуляторов, все, что требует оборудования для солнечных электростанций, ветряных электростанций. Декарбонизация вообще идея такая дорогая. Да. Это отдельно. Вот. Каз Минералс, какое отношение ко всему это имеет? Это бывшая Каз Химс, или Каз Хим, по-моему, так он назывался в советские времена. То есть занималась она химической промышленностью всей, какой только было возможно. После 1991 года приватизация. После этого были проданы активы, которые английским инвесторам или британским инвесторам, как угодно называйте, показались излишними. После того, как откинули все лишнее и оставили только медь, появилось новое название Kaz Minerals. У них, у этой компании на день сегодняшний 3 шахты и 3 карьерных добычи меди. Это порядка 30 тысяч тонн меди. Входит в квартильон, по-моему, в общем, одна из 25 крупнейших добывающих медь. Медные месторождения зачастую сопровождаются россыпью золота, россыпью серебра. Общее количество того, что поставлено на учеты на Баемской площади, сейчас найду, медно-порфировая площадь, 23 миллиона тонн меди, а 2 миллиона килограмм золота. Золото я уж в тонны не перевожу, потому что 2 миллиона килограмм – это золото у нас обычно в граммах. 2 миллиона килограмм, 2 миллиарда грамм. Сколько стоит грамм? Что-то там около десятки, по-моему, да? Если в долларах, плюс-минус. Ну, соответственно, столько там золота. Что касается Kaz Minerals, то в 2019 году оно выкупило у небезызвестного предпринимателя и губернатора Чукотки Романа Абрамовича месторождение Песчанка. Не всю Баемскую площадь, а конкретно Песчанка. Оно крупнейшее там, но тем не менее это отнюдь не вся Баемская площадь. Там есть чего добывать еще. Песчанка – это 9,5 миллионов тонн меди и порядка 500 тысяч килограмм золота. Находится оно на 168 километров от Билибина на юго-запад, то есть подальше от побережья. Вот. Что касается судьбы Билибинской атомной электростанции. Из 4 энергоблоков в 2019 году первый был закрыт. Время, годы и достаточно большая головная боль для Росатома, потому что в свое время, когда ее строили, необходимо было обеспечивать добычу золота, и это было с логистической точки зрения значительно удобнее, потому что либо мы доставляем сотни тысяч тонн угля или десятки тысяч тонн солярки ежегодно, либо мы раз в 4 года привозим 40 тонн атомного топлива, ядерного топлива. Но за эти годы, с 70-х она работала, там накопилось облученное ядерное топливо, и теперь возникает вопрос, что же с ним делать. То есть у Росатома по поводу этого еще голова будет болеть долго, потому что вывозить такое количество, теперь уже радиоактивного вещества, тоже непонятно как пробиваться к морю.
использовался северный завоз, довозили до Певека, дальше зимниками шли до Билибина, расстояние между Билибино и Певеком почти 500 километров, 480, там что-то вот такое. Соответственно, поскольку все, что у нас на севере, находится в руках, как водится, компании Росгидро, несмотря на то, что она называется Росгидро, волею Чубайса, который реформировал РАО ЕС России, Росгидро занимается всем Дальним Востоком, всеми типами электростанций, какие там только есть. Это не только ГЭС, это угольная электростанция, это газовая электростанция. Соответственно, передвижная электрогенерация, теплоэлектрогенерация в советские времена так называлась, подразделение, тоже скатили в Росгидро. Ну, она же на Дальнем Востоке. Поэтому вся Арктика на ней, Чукотка на ней, Магаданская область на ней, все туда. Росгидро хорошо, Росгидро не скучно. Раньше, в 60-е годы, была еще построена линия электропередач между Билибино и Певек. Билибинская атомная электростанция обеспечивала Певек электроэнергией. Теперь поэтапно, по мере вывода энергоблоков из эксплуатации, будет происходить то же самое наоборот. В Певеке стоит атомная электростанция, Билибино надо запитывать. Линия электропередач в 60-е и 70-е годы, построенная на деревянных опорах, это, конечно, сказка. Это всем понравилось просто до слез. И Росгидро совершенно добровольно сейчас строит новую линию электропередач. Я уже не помню, сколько там рек. Местность вся эта горная, то есть вот оно, казалось бы, 500 километров ЛЭП, но проектная стоимость там почти 18 миллиардов рублей. Чтобы мало никому не было, это 110-киловольтовая линия. В самому городу Билибино электроэнергия – это хорошо, но там прохладно. Сейчас Росгидро готовится к тому, что будет там строить дизельную электростанцию мощностью 20 мегаватт. В основном не для того, чтобы производить электроэнергию, а для того, чтобы обеспечивать теплом. Это первая часть марлезонского балета. В 2019 году, после того, как Казминералс, британская казахстанская компания, выкупила у господина Абрамовича месторождение Песчанка, возник вопрос, как его осваивать. Понятно, что спрос на медь растет. Сейчас средние цены за тонну порядка $6,5 тысяч, то есть $6,5 килограмм. Все более чем серьезно. Понятно, что и хочется, и колется, и для региона это черти что и сбоку бантик, потому что Казминералс на день сегодняшний оценивает проект Баемского ГОК $8 миллиардов. То есть для Чукотки это более чем серьезная сумма, да, собственно, для любого другого региона более чем серьезная. Но что для этого нужно? От месторождения Песчанка надо каким-то образом добраться до того места, где руду можно перегрузить. А поскольку строится еще и горнообогатительный комбинат, значит, это будет не просто сырая руда, а медный концентрат, так скажем, плюс золото, плюс то все, но все равно выход к морю нужен. Значит, им от Песчанки надо пройти 168 километров до Билибина и потом дальше придумать, куда выходить. Я еще раз подсматриваю, внимательно слушаем, как это называется. Будущий порт, будущее место, где будут находиться плавучие атомные электростанции, красивое такое слово, Наглёйнгын. Наглёйнгын. Не мелочились. Не мелочились. Вот. Рассматривался вариант еще в 2019 году. Сам Казминералс рассматривал строительство электролинии в другую сторону, в сторону Магадана. Там получалось, правда, совсем другое расстояние, порядка 720 километров. И это должна была быть линия до Амсукчана в Магаданской области. И Магаданская область по этому поводу обрадовалась, потому что общий запрос электроэнергии на тот момент, когда будут работать обе очереди горнообогатительного комбината, требовалось 350 мегаватт. 350 мегаватт, которые должна была давать Магаданская область. То есть там несколько вариантов рассматривалось. Ну, понятно, что прежде всего обрадовалась Росгидро, строящийся сейчас единственной в России крупной гидроэлектростанции Усть-Среднеканской, появлялся базовый энергопотребитель. Губернатор Магаданской области сказал, что, джентльмены, давайте не будем забывать, что такое уголь Магаданской области. Его там в общей сложности
около 43 миллиардов тонн. И построить вот такую угольную электростанцию, конечно, для Магадана это было бы серьезным достижением, потому что это значит, что начинается разрабатывать угольные месторождения, это новые рабочие места и так далее, и так далее. Потом Казминералс, ведя переговоры с правительством России, договорилась до того, что совместно будет строиться дорога и сам порт, вот с этим замечательным названием. Не буду его повторять. Хотя нет, повторю, может быть, кто-нибудь запомнит. Есть же люди, которые запоминают названия. Наглёйнгын. До Билибина от Песчанки строят Казминералс, от Билибина до порта строит правительство за государственный счет. Дальше было решено, что выработку электроэнергии берет на себя государство, строительство новой линии электропередач. Теперь уже от Наглёйнгына до месторождения Песчанка и, соответственно, до Баемского ГУК берет на себя Казминералс. В результате Казминералс уже неоднократно вынуждена была уточнять, как выглядит этот проект. В ноябре вроде бы договорились. Сейчас будет пересматриваться в очередной раз, потому что действительно, когда рассматривалось, как обеспечить ГОК электроэнергией, первая идея, пока работает Билибинская атомная электростанция, вот 3 реактора работают, на первый этап хватает для того, чтобы начать работу, потом подтягивается линия электропередач либо из Певека, либо со стороны Магадана, вроде бы так. Потом выяснилось, что есть предложение от компании «Росатом». Они первыми предложили, что мы ставим флотилию плавучих атомных электростанций. Но дорого. Вот действительно названа сумма 169 миллиардов рублей. Ну, казалось бы, много, но, правда, еще раз, весь проект Баемского ГОК 8 миллиардов долларов. На что умножать, помним. То есть, с одной стороны, как бы много, с другой стороны, ну да ладно. Предложение, да, хорошо, если государство по договоренности должно обеспечивать электроэнергией, давайте это будет Росатом. Потом последовало предложение со стороны Новатэка, давайте не будем заниматься атомными электростанциями, ставим плавучую электростанцию, но на СПГ. Подтаскиваем, соответственно, с Ямал-СПГ СПГ, стоит баржа, которая обеспечена всем, стоит криогенная емкость, и будет дешево и сердито. После этого выяснилось следующее, то есть, когда стали заниматься подробностями, газовые турбины там, по проекту Новатэка должны стоять от компании Siemens. Такого объема емкости криогенной мы еще не освоили, это надо было бы заказывать в Южной Корее. Что-то там еще, то есть степень локализации вот этого проекта составляла от 15 до 20%. Предложение от Росатома дает локализацию внутри России в 95%. Я не знаю, что там на 5%. Ну, на сдачу. Что-то там, может быть, какие-то красивые кресла поставить на эти 5%. Сейчас, если верить РБК, поскольку там ссылок достаточно много на исходящие, входящие документы, ну и чисто по логике, что означает строительство 5 новых атомных плавучих электростанций. Во-первых, они будут работать на новых реакторах. Мы с тобой, сидя в городе Подольске, этому можем только обрадоваться, потому что Ритм-200, новый атомный реактор, интегрированный проект, он компактный, он дешевле, чем старые реакторы, которые использовались на старых атомных ледоколах. Был план о том, что будет 5 атомных ледоколов серии ЛК-60. На них стоят по 2 реактора. То есть для Подольска это заказ 10 реакторов уже хорошо. Сейчас Росатом бьется за то, чтобы было сделано еще 2 дополнительных. Росатом оценивает количество углеводородных проектов в Арктике, понимает, что ледоколов не хватит. Для Подольска это еще 4 реактора. Сейчас сразу 5 плавучих атомных электростанций, это еще десяток. То есть город Подольск переходит на выпечку Ритм-200 в режиме горячих пирожков. И это хорошо, потому что чем больше поток, тем дешевле в результате все это получается. Кроме того, планируется, что сами
корабли, баржи, они не судоходные, будут заказаны все на том же Балтийском заводе в городе Санкт-Петербург. Это означает достаточно серьезную загрузку Балтийского завода. Я напоминаю, что Балтийский завод входит в состав Объединенной строительной компании государственной. То есть это все деньги, которые остаются внутри России, которые не будут выведены в офшоры. С Сименсом, с учетом тех творческих взаимоотношений, после того, как каким-то ветром сименсские газовые турбины занесло в Крым, планировали в Тамань, то ли ветер был попутный, то ли еще как-то, в общем, как-то их занесло в Крым, под всеми там санкциями и так далее. Повторять вот этого не хочется, то есть там может возникнуть момент, что либо Сименс обидится, либо в Южной Корее что-нибудь произойдет, и, ну зачем? То есть для Росатома, для России это глобальный хороший проект, и кроме того, это референтная плавучая атомная теплоэлектростанция на новом реакторе. Сейчас получить заказы за рубежом без наличия референтного блока после всего, что происходило на Фукусиме, после того, как французы по 20 лет строят атомную электростанцию, американцы по 10. Ну, то есть хорошая рекламная площадка, где можно привести, показать, как она работает. То есть вот настал какой-то момент, когда 3D-моделям, рисункам, фломастерам уже никто сложно не верит. Верится. Народ стал брутальный. Вы рассказываете, дайте возможность зайти, дверкой пощелкать, там, зубом поцикать, турбину подергать. Тут сразу 5 таких плавучих атомных теплоэлектростанций, и это сразу достаточно серьезная такая пиар-акция для Росатома, для новых возможностей. Кроме того, когда строился академик Ломоносов, он строился тоже достаточно долго. Проект начали разрабатывать в 2007 году. Это такой действительно плавучая атомная электростанция. Там живет весь персонал, 4 дежурные смены с отдельными каютами, со спортзалами и так далее, с хранилищем для облученного ядерного топлива, с перегрузочной машиной. Получилось дорого, получилось достаточно громоздко. Новый проект, который дорабатывается сейчас Росатом, он компактнее, он не будет такого огромного масштаба, с учетом того, что порт будет строиться складчину, 50% государства, дноуглубительная работа, 50% Казминералс, потому что они лучше знают, что должно быть у них в порту, какие склады, какие перегрузочные и прочие вещи. Тепловой энергии там понадобится только для того, чтобы обеспечивать сам порт. То есть все это получится достаточно недорого, потому что, еще раз, 5 плавучих атомных теплоэлектростанций за 170 миллиардов рублей. Ну, давай поделим на нынешние 75 миллиардов. На нынешний курс 75 рублей. И получится достаточно бюджетно. Достаточно бюджетно. Опять же, много проектов на бумаге атомных электростанций малой мощности. Здесь есть шанс, что по плану Росатома первая пара появится в 2027 году, вторая пара в 2028 году, и потом без спешки можно достроить 5-ю, которая перегрузочная. Ситуация в том, что долго не могли определиться, кто строит дороги, как обеспечивать электроэнергией. Казминералс вынуждена была сдвинуть вправо реализацию своего проекта на 2027 год. То есть Росатом в это спокойно вписывается. Потому что в отличие от строительства атомных ледоколов, баржа, она и есть баржа. Здесь не нужны двигатели, здесь немножко по-другому, немножко проще, немножко дешевле, немножко быстрее. Вот, на самом деле, как звучит то сообщение, которое было. То есть, это решение президента о том, что в России будет строиться сразу 5 плавучих атомных теплоэлектростанций. Это возможность загрузить нашу судостроительную отрасль, это возможность загрузить горно-обогатительную отрасль на Чукотке. Я повторяюсь, да, песчаное месторождение самое крупное из имеющихся на Баимской площадке месторождений, но общее количество запасов 27 миллионов тонн, песчанка – это 9,5. То есть в 2,5 раза больше остается незадействованными. Если вся эта инфраструктура будет создана, есть вероятность того, что придут либо новые инвесторы, либо наше государство примет какое-то другое решение. У нас все-таки добывающих компаний, контролируемых государством, тоже. Но тут тоже еще один вопрос. Это, по-моему, не первый совместный проект именно с Казминералс. И, насколько успел подглядеть, Казминералс, группа компаний ВТБ, у которых достаточно широкие интересы, они уже занимаются мажоритарной скупкой акций.
Казминералс. Да, они котируются на лондонской фондовой. И очень может так случайно получиться, что казахско-английская компания внезапно станет русской. Все может быть, будем смотреть. Я только напомню, что Казминералс ведет свои проекты 3 месторождения в Казахстане, 1 месторождение в Киргизии, то есть компания опытная. Сказать, что она занимается исключительно фондовыми операциями, нельзя. 3 шахты, 3 карьеры. Они знают все, они готовы работать в любых условиях. То есть надо отдать должное, что компания серьезная. Она не пришла туда для того, чтобы перепродаться или еще что-то сделать. Но будем смотреть, как будет развиваться. Внимательно смотрим за развитием событий. Будем надеяться на развитие Чукотки, и тогда, может быть, нашего чукотского Абрамовича удастся вернуть обратно, ему станет интереснее. Подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии. До новых встреч. Всем всего доброго.